Всем привет! Вот уже и лето наступило, а это значит время для нового видео. Старые GTA-шки отличаются от новых своей вариативностью, самым ярким примером будет разнообразие возможностей пройти ту или иную миссию. Если в какой-нибудь четверке или пятерке каждый этап очень жестко заскриптован, там возьми винтовку, убей этого, тогда тут сверни налево, то со старыми GTA все гораздо проще. От этого даже становится интереснее, что ли, смотришь на игру другими глазами. Так вот, сегодня я бы хотел вновь вернуться в GTA 3 и показать вам творческие пути выполнения миссий в этой замечательной части автоугонщика. Конечно, заранее скажу, что вы можете знать большее количество из этих способов, тогда вам будет классно вспомнить о них. А может вы и напишите какие-то свои необычные способы прохождения. А если вы новичок, то тогда для вас этот видос будет информативным и в следующий раз разнообразит ваш игровой опыт. Также хочется прорекламировать свой телеграм-канал, там можно со мной поговорить, там связь, там мемы и файлы со сборками для GTA. Конечно, если вы не играли в игру, то обязательно сначала пройдите ее, все-таки тут есть спойлеры. Все, пора к видосу. Первая миссия, где можно действовать не по скрипту, Don't Spank My Beach Up. Игра нас просит разобраться с наркодилером в гавани Портленда, намекая, что можно взять биту для этого. Однако можно этого и не делать, а просто взять и убить дилера, например, из пистолета, подобранного в тайнике или просто задавив его. После этого идем перекрашивать машину. Следующая миссия The Foosball. Тут предстоит доставить 4 шлюхи в школу на полицейскую вечеринку. Можно просто остановиться на 4, а можно доставить все. Это спидранерский мув. Таким образом, можно и денег получить больше, и закончить миссию раньше. На целую минуту даже, на полторы. Переносимся от Луиджи к Джоуи. Миссия Farewell Chunky Lee Chong. Требуется убить одного китайского продавца спанка, что сидит в Чайнатауне. Тут можно либо просто издалека, не заходя за забор, расстрелять его, либо поступить поинтереснее. Можно угнать его авто и заминировать его, потом заставить его туда сесть. Конечно, исход такой ситуации очевиден. Ван Хейст. Требуется угнать инкассаторский фургон, что колесит по Портленду. Он пули непробиваемый, так что придется таранить. Или же поступить по-другому. Видите ли, фургон пули непробиваемый, однако у него нет устойчивости к взрывам. Можно просто подъехать на нужное расстояние от авто и взорвать свою тачку, тем самым нанести нужный урон. И так мы угоняем инкассатор. Только тут надо угадать с расстоянием, иначе фургон может либо взорваться, либо вообще не поддаться урону полностью. Шофер Сиприани. Знакомство с Тони Сиприани, он хочет собрать деньги за крышу прачки Триад. Но тут оказывается подстава. Чтобы Тони не пострадал, можно возле двери остановиться и залезть на автомобиль. Тут есть маленькое окошко, через которое можно убить 2 членов Триады. Ну и соответственно касцена будет выглядеть немного нелепо. О, пошел жердяй тупоголовый. Why you should come visit the friendly people at House of Tomorrow, and they'll set you up with all your 21st century technology needs. I only spent $20,000, and now I can get email in the shower or surf the internet while I'm driving. I was bored stupid. Туризма. Первая гоночная миссия в игре. Мы находимся в Портленде, где большинство машин это кал редкостный, а у противников так-то гепарды. Чтобы получить фору на старте, не наступаем на синий маркер, а просто слегка цепляем любого участника, и гонка начинается без отсчета. Итак, у нас есть небольшое преимущество. Таким образом, миссию можно пройти легче и быстрее. Следующая миссия I Scream, You Scream. Там Эльбура просит Клода убить охеревших членов банды, которые хотят поставить его на счетчик. Это нас просят сделать с помощью подрыва фургона с мороженым. Однако убивать гангстеров таким образом не обязательно. Финальная миссия Эльбура, что можно пройти не как надо. Pig and Veiny. Какой-то человек украл журналы, но нам по следам этих журналов надо найти злодея. Все просто. За каждый собранный журнал нам дается секунда форы. Так, мы собираем достаточное количество секунд, чтобы нам хватило. И после спуска с кафе Марко Бистро надо повернуть налево. Нам хватает времени, чтобы дойти до заключительной точки в гавани Портленда. Теперь просто дособираем последние журналы, и миссия пройдена очень просто. Следующая миссия Triads and Tribulations. Тут начинается война Леона и Триады. Нам надо убить 3 отряда триадовцев. Все на самом деле просто. Разбираемся с первыми 2 в городе, а последний находится на территории фабрики. Туда можно попасть либо добыв фургон, то есть через главные ворота, либо же воспользоваться пригорком за стеной. Вот в общем-то и все. Cutting the Grass. Миссия на Сальватора Леона, где надо проследить за крысой и убить ее. Миссия просто преследование, то есть нам надо просто ехать с таксишкой с кудрявым бубом до пункта назначения. И при этом, чтобы так называемая шкала траха не заполнилась, иначе миссия провалится. Вместо этого я могу предложить вам самому взять такси и стать таким образом у клуба. Так Боб залезет в ваше такси вместо нужного, и мы просто довезем крысу до гавани, где ее и похороним. Последняя миссия с разнообразными методами прохождения в Портленде это Bomb the Base, Акт 1 и Акт 2.
Тут нас просят Сальваторе расхерачить корабль колумбийского картеля, на котором готовится Спанк по подозрениям. Мы идем к Лысому за взрывчаткой, он нас вооружает винтовкой. Мы подъезжаем к кораблю, и 8-Ball просит занять хорошую позицию и побыть в роли снайпера. Но мы таким заниматься не будем. Я предпочту просто самому заглушить корабль с помощью УЗИ, дробовика и калаша. Миссия также успешно проходится. Перебираемся на второй остров, миссия Асокикасан, Сайонар Сальваторе. Надо отомстить старому пердуну, что нас предал. Мы просто подъезжаем к клубу, где он сидит, осталось дождаться, когда старик выйдет. Как люди обычно проходят эту миссию? Скорее всего, они стоят вот сюда, и просто когда дед идет, они его убивают, не снайперской винтовки. Нет. Я не буду предлагать его бить какими-то извращенскими способами, с помощью машины ловушки или там, я не знаю, чего-то еще. Я просто предложу пойти на задний двор клуба Луиджи. Просто убить всех охранников, когда те выходят, и убить деда, который побежит внутрь, с обратной стороны. Мне, кстати, такой способ очень нравится, в отличие от обычного. Under Surveillance. Я не буду говорить, о чем миссия, потому что в разных изданиях ее цели отличаются, но механики одинаковы. Уничтожаем 2 отряда убийц, а затем и 3 со снайперки, очень быстро. Потом летим на всех скоростях подбирать М-ку, она понадобится для необычного прохождения следующего задания. Да, то есть данное задание, оно проходится как обычно, просто мне надо было сделать небольшое пояснение, что в нем делать. Следующая миссия — конец папарацци. Надо убить журналиста, что не дает спокойно жить Асуке. Вместо того, чтобы гнаться за этим упырем на медленном ментовском катере, можно просто пойти на этот понтон и отсюда зажать с М-16 по лодке. Лодка быстро взорвется. Если же вы не успели взять М-16 из челиков из прошлой миссии, эту пушку можно найти вот тут, например. Перемещаемся на следующего персонажа. Рэй Мачовски. Первая необычная миссия Silence the Sneak. Надо заткнуть неугодного стукача. Только вот он под жесткой охраной. Чтобы выманить крысу на улицу, надо попасть с граната в окно. Или с ракетницы. Ракетницу можно добыть при сборе 100 пакетов или же купить после миссии Arms Shortage. Или просто найти ее на крыше дома в Шорсайд Вейле. Как же попасть в Шорсайд Вейл? Просто с помощью вот такого бага с метро, где мы доезжаем до определенной станции, идем в стену и падаем через текстуры вниз. Нас телепортирует к аэропорту Фрэнсис. What's your question? What about it? I mean, that's not really a question. Questions usually start with words like how and why. And again, with your voice going up like this. Don't mock me. I know where you work. You're just another rat. How's that? You're an evil dude. And Tuesdays, days to control us. Why do you become first study first today? I've read books. And what book have you been reading that tells you? Или же если вы на ПК, то можно просто с помощью бага реплея с прыжком. А как же вернуться? Просто угоняем до самолет из аэропорта и летим. Летим. Если что, у меня есть туториал шортс видео, как на нем летать. Потом взрываем окно и убиваем свидетеля. Следующая миссия Arms Shortage. После нее откроются все пушки для покупки. Проходим эту миссию как обычно, но тут есть одна деталь, которая поможет пройти next миссию. Танк. Надо дотолкать его до нашего убежища, потом сохранить его, у нас есть танк. Украсть его надо именно в этой миссии, потому что потом до самого конца его не встретить там. Так вот, для чего все это нужно было? Миссия Evidence Dash, где надо разграбить Bobcat с уликами на одного влиятельного людоеда. Как миссия проходится обычно? Ты просто таранишь пикап, собираешь улики, таранишь, собираешь и в конце взрываешь тачку. Но с танком все проще. Надо просто влететь на танке в Bobcat и миссия пройдется. Все улики будут сразу же уничтожены. Gun Fishing. Еще надо убить одного человека, неугодного Рэю. На сей раз опять на лодке. Берем нужный полицейский катер и подплываем сюда, к рыбаку. После чего он нас замечает и начинает свой заплыв, недолгий. Отвлечемся от Рэя на секунду. Теперь миссия Дональда Лава. Первая. Вакагашира Wipeout. Тут нас просят убить босса Якудзы. Это мафия, на которую работает Клод, а главное на колумбийской тачке, чтобы развязать войну Якудзы и колумбийцев. Ну, в принципе, вы все знаете, что из машины выходить нельзя. Поэтому просто на круизере картеля подъезжаем на второй этаж, ориентируемся и стреляем с РПГ в пол. Ну, то есть в потолок для нас. Таким образом мы убиваем Кенджи и просто уезжаем с этого района. Миссия пройдена. Вторая миссия A Drop in the Ocean. Я бы показал, как проходится эта миссия необычным образом, но это пипецки сложно. Берем Додо с аэропорта Шорсайд Вейл или корабль, любой. Затем надо запомнить паттерн, по которому летает самолет, и пролететь или проплыть по такой траектории. И записать реплей при этом. Потом, когда будет проходить миссия, надо проиграть этот реплей, и багом все посылки соберутся. Но опять же, это спидранерский мув и очень-очень сложный баг, так что мало кто будет это на полном серьезе проворачивать. Третья миссия Grand Theft Auto.
Выясняется, что груз, который собирал Клод в прошлой миссии, фейковый. Надо забрать настоящий в аэропорту. Ну, мы едем туда, убиваем колумбийцев, которые оккупировали груз. И выясняется, что поздняк, и груз уже спиздили. Поэтому мы летим на стройку по Атлантик, которой владеет картель, и где, вероятнее всего, хранится товар. Но вот незадача. Чтобы подняться вверх, нужно пройти слой обороны из колумбийцев с М16 калашами. Я скажу, что это не обязательно. Просто строим небольшую баррикаду за стеной из машин, ну или в моем случае из Додо. Залезаем на саму стройку и пробегаем к лифту. Срабатывает катсцена и маркер. А после катсцены все колумбийцы уже мертвы. Вернемся к Рэю. Осталась последняя его миссия. Marked Man. Короче, за голову Рэя дают хорошую награду, и надо ему помочь доехать до аэропорта и избежать смерти от ЦРУ. Надо искать обходные пути, потому что мост заблокировал агентами с М16. Что же делать? Ехать в туннель? В метро? Не, на мост, на пролом, убивая при этом каждого агента. Также будет достаточно быстро, если просто проехать через мост и предварительно убить издалека каждого ЦРУшника. Ну и потом просто доехать до тайника надо. И все. Также миссия Эскорт. Там надо проводить нашего старого азиата до тайника в Шорсайд-Вейле. После начала миссии не спешим за азиатом, потому что когда мы рядом с ним, то рядом спавнятся картелевцы и хуярят его. А можно просто медленным темпом выдвинуться и там спустя 2 минуты там проехать со скоростью 5 км в час до тайника, и как бы все уже будет прекрасно, никто не заспавнится и нашего азиата не убьет. Однако в этих случаях довольно часто крашится игра, так что, не знаю, перестрахуйтесь на самом деле перед этим способом, если вы собираетесь так проходить. Бейт. Приманка. Надо заманить картелевцев в ловушку к якудзе, можно по одному или сразу всех. В этом разнообразие. Сэм. Надо забрать товар колумбийцев, что прибывает в аэропорт. Ну, это достаточно известная фича, что мы не останавливаемся около буя, а идем дальше, на взлетку, где убиваем картелевцев и взрываем самолет. Правда, Каталина не очень обрадовалась и забрала Марию, при этом убив Асуку. И так начинается финальная миссия, The Exchange. В ней особо нет ничего необычного, за исключением уничтожения вертолета. Подбираем М16 из каждого убитого бойца картеля, уничтожаем машины заранее, чтобы те нас не таранили потом. А потом, когда Каталина садится в вертушку и летит на нас, через правую кнопку мыши зажимаем М16, именно с правой. Так скорострельность больше. И все, теперь остается просто дойти до Марии и спасти ее. На этом все. Я показал все необычные способы прохождения миссий в GTA 3. Ну, какие я знаю. Если вы знаете что-то еще, то обязательно напишите в комментариях. А на этом все. Спасибо вам за просмотр. Делитесь вашим мнением. До скорого.